Всем привет, кто любит мохнатых чудовищ. Вопрос задают, как понять, что начался взяток, что начался медосбор. Как это отследить, чтобы не опоздать? Так вот, есть очень простое правило. Во-первых, можно пойти на поле, там, где растет ваш медонос, и посмотреть, зацвело там что-нибудь или не зацвело. Поле с подсолнухом у нас возле самой пасеки, можно сказать, под самым носом. Только что-то пчел на нем не видно. Опять, наверное, посеяли подсолнух, который меду не дает, гибрид. Прилетела какая-то одна, может даже и будет толк. Но пчел очень мало на подсолнухе. Можно сказать, практически нету. То ли у нас пчел в местности нету, некому летать, то ли это такой подсолнух. Еще одна прилетела. Второе, если у вас большая пасека, то у вас должен быть контрольный улей. То есть улей, который стоит на весах, и смотрите привес улья каждый день. Если видите, что стабильно начался прирост в этом улье веса, значит, какой-то взяток есть. Пчелы что-то в улей приносят, он же в весе-то растет. Ну и третье, самое простое, по пчелам видно сразу. Сразу смотрите на трафик. Когда есть хороший взяток, пчелы начинают интенсивно летать. Хороший взяток — это когда трафик пчелы составляет на улет 2 пчелы за секунду. Если меньше, значит взяток такой себе. А вот если 2 пчелы за секунду уходят из улья, исходящий трафик, значит у вас хороший взяток. Они же куда-то, эти пчелы, интенсивно летают, значит есть принос, значит есть у них потребность летать, значит они зачем-то летают, значит точно есть взяток. Смотрите на пчелку. Вот видно, пчелка приходит желтенькая, вроде как мукой желтой обсыпана. Так это пыльца из подсолнуха. Если взяток из подсолнуха, видите, что пчелки приходят вот такие вот желтенькие, обсыпанные желтой пыльцой, значит они шарятся по подсолнуху. Если они шарятся по подсолнуху, то, как правило, подсолнух дает хороший взяток. Значит, у вас медосбор с подсолнуха начался. Пора расширять гнезда, ставить магазины и все прочее. Ну и по самим пчелкам вот так вот смотрите, как я, сбоку на леточек, как пчелки залетают в улей. Если пчелка прилетает тяжелая, значит она прилетела с медом. Если пчелка прилетает легкая, значит она прилетела пустая. Она куда-то летает, но толку с этого мало. Смотрите на жопки пчел. Вот пчелка приземляется на прилеточку, и видно, как она пузик тянет по доске, потому что пузик тяжелый, он же с медом, и она бедненькая лапками буксует, а пузик за собой не тянется. То есть пчелка прилетает тяжелая. Если пчелка прилетает легкая, то она пузик держит на весу, вроде как над доской. Вот пчелка прилетела, пузик пустой, ничего нету. Смотрим на пчелок, тоже пустая пришла, а вот пчелки пришли полные, пузик потянулся по доске в улей. Значит, не все пчелки прилетают с медом. Ну, у нас подсолнух только начал цвести, поэтому в силу еще не вошел, поэтому взяток еще не самый сильный, но уже какой-то хорошенький принос в улей есть. Когда пчелки приносят нектар, а он же с водой, а что такое мед? Это тот же нектар, из которого пчелки выгнали воду, то есть обезвоженный нектар. Значит, пчелки из него будут вынуждены выгонять воду. И вот вечером приходите на пасеку, а на пасеке стоит запах того растения, из которого они собирают мед. И пчелки интенсивно вентилируют на прилетных досках свои улья. Вот если вечером после окончания лета наблюдаете эту картину, значит пчелки что-то там принесли. Значит, они вентилируют. За ночь должны все отвентилировать, воду выгнать и полететь за новой порцией нектара. Если пчелки интенсивно вентилируют гнездо по вечерам, значит у вас есть принос. Тоже такой признак, скажем, такая примета есть. И самый главный признак того, что начался обильный, хороший, мощный взяток, это то, что пчелки начинают на пасеке ползать в траве, и у некоторых пчелок, у многих пчелок, вывернуты крылья в сторону. Вот сейчас на пасеке таких пчелок очень и очень мало. Еще надо поискать, чтобы их найти. А вот если вы пришли на пасеку, а таких пчелок в травке ползает много, которые не могут взлететь, значит у вас не просто взяток, а очень сильный взяток, потому что взяток бывает разный, может быть мощный, может быть не мощный. Так вот, если пчелки поползли по траве с вывернутыми крыльями, значит взяток у вас уже мощный. Так всегда бывает, без исключения. Если взяток сильный, сразу в траве много пчелки, которые не может взлететь с вывернутыми крыльями. Вот почему так бывает, кто напишет в комментариях, тот будет молодец, кто угадает. Ну, а может, кто не угадает, может, кто знает. Такие вот признаки. Ну, а сегодня было такое небольшое видео. Ставим лайк, кому понравилось, кому не понравилось, все равно ставим лайк. И не забываем передавать привет моим мохнатым чудовищам. Какой трутень красивый сидит.